А перед просмотром настоятельно прошу вас подписаться на официальный телеграм-канал Сэма. Там будет появляться очень много информации, можно будет смотреть новые видео, а также я планирую снимать эксклюзивные видео только для канала в Телеграме. Ссылка на него в описании. Жду тебя там. Всем привет, мои дорогие друзья, а также другие мои прочие любимые фнаферы, меня зовут Сэм. Совсем скоро мы будем отмечать очередной день рождения так полюбившейся нам франшизы Five Nights at Freddy's, но сегодня я расскажу вам информацию про то, почему же нам не стоит больше ждать ни фильма про FNAF, ни новых частей игр. И на самом деле наш с вами любимый FNAF закончил весьма печально. Интересно? Тогда усаживайтесь поудобнее, сейчас расскажу. В 2020 году в сети появилась информация о том, что разработчик игр и создатель франшизы FNAF Скотт Коултон и режиссер фильмов «Один дома» и «Гарри Поттер и Философский камень» совместно снимут фильм по мотивам игры в жанре хоррор-выживания «Пять ночей с Фредди». Картина должна была выйти уже весной 2022 года, но так и не появилась в кинотеатрах. Позже Коултон объявил о том, что уходит в отставку и больше не будет работать в этой сфере. Стала возможной версия о том, что фильма FNAF не будет. В июне 2021 года вокруг Скотта Коултона разразился скандал. Создатель Five Nights at Freddy's жертвовал деньги консервативным политикам, включая Дональда Трампа. На эту новость отреагировали негативно, особенно представители сообщества ЛГБТQ+. Позже на разработчика игр посыпались обвинения в гомофобии и угрозы. В сети началась активная травля Коултона, на которую он изначально думал никак не реагировать, однако решил высказаться, в том числе из-за наличия большого количества представителей ЛГБТQ+, среди фанатов его игр. По словам разработчика, он всегда любил и хорошо относился ко всем людям вне зависимости от их цвета кожи, религии, гендера или ориентации. Последней каплей стали угрозы, которые поступали создатели Five Nights at Freddy's. Люди сливали его личные данные и угрожали прийти в его дом. Также травле подверглась его жена, которая находилась на 6-м месяце беременности. Вскоре Скотт объявил об уходе из игровой индустрии и завершении карьеры. Он отметил, что его карьера была богатой и насыщенной, и поблагодарил фанатов за поддержку. По словам разработчика, игрокам Five Nights at Freddy's удалось создать одно из самых креативных и талантливых сообществ на планете. Коултон сделал объявление на 7-ю годовщину первого трейлера своей игры. Он отметил, что просто устал и хочет посвящать больше времени своей жене и детям. Через 3 месяца продюсер будущего фильма Five Nights at Freddy's Джейсон Блум сообщил о том, что режиссер Крис Коламбус покинул проект. Фильм ужасов по мотивам survival хорроров Five Nights at Freddy's анонсировали еще в 2015 году, но спустя 2 года безуспешных попыток кинокомпания Warner Bros. Продала права на экранизации студии Blumhouse. Долгое время разработка фильма стояла на месте, так как сценарий для экранизации бесконечно переписывался. Сначала за работу взялся создатель оригинала Скотт Коултон, но после нескольких безуспешных попыток сдался и передал свои полномочия известному режиссеру и сценаристу Крису Коламбусу, который и оставил проект. Из-за этого создание фильма тормозилось, а после ухода режиссера и ухода в отставку самого Коултона совсем остановилось. Однако, если верить продюсеру, то у картины все еще есть шанс на выход на экран. Джейсон Блум: мы написали множество вариантов сценария и сейчас находимся на том этапе, когда пытаемся вставить нитку в иголку. Это значит, что мы должны справедливо обойтись Five Nights at Freddy's и сделать так, чтобы Скотт был полностью доволен. Я не хочу делать ничего из того, что не понравится Скотту. Позвольте выразиться иначе. Я не считаю правильным делать чего-то, чего Скотт не одобрит. По сути, у Скотта есть что-то вроде права на финальную версию, и написание правдивой истории заняло больше времени, чем я надеялся. Мы далеки от того, чтобы сдаться, и я уверен, что в итоге мы справимся с задачей. В 2020 году Джейсон Блум утверждал, что у него на руках есть финальная версия отличного сценария хоррора Five Nights at Freddy's, который полностью доволен и Скотт Коултон. А съемки фильма стартуют уже весной 2021 года. Но, как мы понимаем, активная работа над проектом до сих пор не началась, а готового сюжета картины по-прежнему не существует. Похоже, создатели кино угодили во временную петлю. На самом деле сейчас трудно точно сказать, какое будущее у кинофильма, но на данный момент ясно, что работа над картиной не сдвигается с места, и все, что нам остается делать, только ждать и надеяться на продвижение в проекте. Создатель Five Nights at Freddy's Скотт Коултон объявил, что уходит в отставку и больше не будет работать над играми серии. В будущем над серией будет работать кто-то другой, кого выберет сам Коултон и кому он доверяет. А на этом у меня все. Вот такая вот у меня информация для вас. Надеюсь, она была для вас полезна. Пишите в комментариях, надеюсь, если вы на выход фильмов FNAF, на выход новых частей FNAF, как вам вообще это все. Ну и каким бы вы хотели видеть фильм про FNAF. Напишите это все в комментариях, а меня зовут Сэм. Всем удачи, до скорых встреч, пока.